Здравствуйте, друзья! Сегодня вот у нас с котом Фунтиком для вас вот такое вот видео. Из такого вот остатка кусочка керамической плитки сделать муссат. Ну, то есть выбрасывать жалко, вот он лежит у меня и лежит. Думаю, сделаю муссат для заточки ножей. Вот смотрим, с какой стороны у нас гладенькая кромка. Видите, вот здесь вот резали плиткорезом. Здесь вот она нам не нужна. Здесь это очень долго равнять, да и ни к чему. Вот здесь она ровная осталась, как вот от производителя. Ну, что я хочу сделать? Вот эти кромочки остались. Мы же будем ножик точить. И они будут тупить ножик. Их вот нужно немножко вот так вот под углом убрать. То есть вот по этому краю вот так вот я обойду, обведу. И все. И муссат в принципе готов. Для этого я взял алмаз. Ну, такие, конечно, работы на алмазе нужно аккуратненько. Это все я, чтобы крошка сильно не сыпалась, круг не перегревался. Сразу два в одном будет. И алмаз не будет перегреваться. И сильно крошка вот эта не лететь, пыль абразивная с керамики. Намочу водичкой и вот таким вот образом пройдусь на алмазе. Долго не буду точить, буквально вот одну сторону, вторую, третью, четвертую. То есть вот. И на этой стороне потом попробуем ножик мы заточить. Но муссат, как правило, он что делает? Он правит. Ну, то есть, чем отличается правка от заточки? Тем, что заточка, это когда уже сильно подтуплен ножик. А правка — это когда немножко вы что-нибудь порезали, и вот его поправили. Такая заточка, скажем так. Чем отличается правка от заточки. Так, в принципе, одно и то же. Вот давайте, друзья, приступим. То есть будем обрабатывать вот здесь. Сильно давить не буду. Так, легонечко пройдусь быстренько, чтобы алмаз не сжечь. Потому что такие работы, конечно, на алмазе не проводятся. Алмаз только для доводки режущей кромки. В воду тряпочку мочу. Тут у меня ведро с водой. Чтобы и алмаз не нагревался, и пыли не было, как я уже сказал. И приступаем к работе. То есть вот кромочки сейчас уберем. Давайте посмотрим. Вот гладенько. Прекрасно. Чуть-чуть нажимаю. И немножко идет. Вот смотрите, как гладко получается. Мочим водички. Желтый тоже уберем. Ну вот вторая кромочка. И вот осталось вот эти вот уголки и торцы. Сейчас уберем уголки. И здесь кромочку. И вторую сторону. Вот, уголков нет. Давайте еще разок пройдем. С каждой стороны. Пыль немножко идет, но ничего страшного.
Алмазу все равно точить что. Либо победит, либо керамику, хоть что. Вот взял ножик, на нем будем мы наш мусат испытывать. Он туповатый, видите, рвет. Как он? Вот такое вот. Как бы и режет, и рвет, но давно его затачивал. Вот беру, в общем, ножик, ставлю вот уголок. Который угол я, естественно, точил. То есть вот такой вот, это на градусов, наверное, 15, может 10, градусов 15, наверное. И вот такими движениями начинаю. Можно даже вот так вот кончик. Чтобы кончик цеплять, можно вот такие движения, можно такие. Но не суть важно, как бы вот хочу нарезать я мусат, как бы подстрогать. А хорошо идет. Можно вот так вот. Ну, принцип тот, что нам нужно убрать заусенцы. Можно как бы нарезая, можно в две стороны попробовать, чтобы быстрее, но лучше, конечно, в одну сторону. Вот такие движения. И теперь вторую сторону попробуем. Тоже уголок ставим. Как бы осторожно, когда на себя работаете. Но он у меня длинный тут. Чтобы что-нибудь нанести, какую-нибудь травму, это ничего страшного тут нет. Это если коротким, можно руки порезать. Вот. Вот режущая кромка. Также угол ставим, градусов 15. И вот идем. С другой стороны. Ножик точил на грубом абразиве. Можно вот такими движениями, чтобы побыстрее убрать. Теперь сюда. Но в две стороны туда-сюда, как бы это, все равно нехорошо для режущей кромки. Я, чтобы немножко побыстрее было, лучше в одну сторону. Как будто строгаем наш мусат. И на режущую кромку. Как бы на зерно называется. Вот видите, чернеет. Это вот абразив, вот это забивает. Он мелкая тут, в общем, как бы структура плитки. И вот она металлом забивается. А вполне, кстати, достойно поправляет. Точит. Ну, давайте сейчас мы точек порежем. Ну, подрывает. Но намного после 40-го зерна намного стало лучше. Видите, как пошел. В принципе, больше и не надо. Вот меня вполне устраивает. Маленькая микропилочка есть на ноже. А нарезать будет как бы очень хорошо. То есть прям в материал вгрызаться. Ну вот что и сделаем отсюда вывод. Что вполне из керамической плитки мусат можно сделать. То есть вот что мы и сделали. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня. До свидания.